Всем героям большой привет! С вами на связи Импреза, и сегодня мы с вами будем рассматривать Эва, мать Роз. Сразу скажу, что немножко такой противоречивый герой. Почему конкретно, расскажу чуть-чуть попозже. И сейчас вот на днях была арена. Получилось довести до 5 уровня кузницу этого героя. И вот поначалу так сильно прям обрадовался, что вот, ну, еще один герой, 5 звездочек вот этих вот имеет в кузнице, и так это все красиво выглядит, но практически сразу вся эта радость улетучилась в один из моментов. Тоже расскажу чуть-чуть подробнее попозже именно об этом моменте. Итак, давайте мы с вами здесь быстренько пробежимся по базовым характеристикам, то есть из-за всего этого мы с вами можем отметить, что у нас герой играет именно от урона по отравленным врагам. То есть наша с вами задача для того, чтобы ее усилить, не забывать вешать вот этот именно урон по отравленным врагам. То есть пользоваться этим. Если есть возможность взять дротики, то берем их. Если нет этой возможности, ну, в принципе, по большому счету и ничего страшного в этом и нет, потому что там скиллы, они, в принципе, они там, если я не ошибаюсь, они имеют вот этот вот, вот эту способность, чтобы повесить вот этот вот эффект. Дальше, что у нас здесь? Здесь мы, в принципе, с вами все рассматривали, то есть у нас идет усиление по отравленным врагам на 60 уровне. Вот, также 70 уровень у нас дает очень такое хорошее глобальное усиление для всех. Множитель урона по отравленным врагам. Вот. И если мы с вами откроем 140 уровень, то урон по отравленным врагам у нас будет еще сильнее конкретно для этого персонажа. Но здесь, в принципе, долго нет смысла останавливаться. Давайте также по скиллам пробежимся, да? Мы порождаем ядовитый бутон каждые 3 секунды. Попадание в бутон основным оружием приводит к тому, что бутон взрывается ядом и наносит 3000% урона от оружия. Но здесь у нас прокачивается не урон, а частота вот этого появления ядовитого бутона. И если мы его прокачаем, этот скилл полностью, то будет у нас 2 секунды вместо 4. Здесь, в принципе, все логично и понятно. Дальше. Здесь при каждом 15-м ударе основным оружием мать Роз создает поле шипов на земле, замедляя врагов и нанося 1400% урона от оружия. Отравленные враги получают дополнительные 100% урона. И здесь у нас этот урон растет, но ориентируйтесь на то, что мы как бы особо сильно вот этот показатель с вами увеличить по сути-то и не можем, потому что вместо 1000% на начальном уровне у нас будет всего лишь 1800. Ну, я считаю, что эта разница, она по факту-то и невелика. Дикий токсин. Попадание по ядовитым бутонам заполняет шкалу. При активации увеличивает скорость появления ядовитых бутонов на 500%. Взрывающиеся ядовитые бутоны оставят после себя ядовитое облако, наносящее 4000% урона от оружия в секунду в течение 4 секунд. И вот если этот показатель мы с вами будем прокачивать, то здесь также у нас прибавится небольшое число, и вместо 4000 у нас будет 5600. Ну, здесь вот как бы объяснить, в чем загвоздка вот именно этого героя. Я на радостях там побежал и босса тестировать, и в гильдейский забег тоже я сходил. И вот босса сбегал, в принципе, все достаточно неплохо, там свои нюансы есть по кузнице, я сейчас их обязательно вам подсвечу, расскажу там что к чему. Но по большому счету не ставьте ставку на то, что именно у этого героя там не получится у нее колоссальный урон выдавать, потому что есть альтернативы лучше, есть варианты лучше, тот же самый друид, там вождь, кролик и так далее, там охотник, син, ну вот такие моменты, вы сами знаете. Вот. Но, в принципе, вот сбегав битву с боссом, она показала урон
чуть выше среднего. То есть вот есть основная масса, которая примерно одинаковый урон наносит. Вот мать Рос, она чуть-чуть побольше нанесла. Ну, может быть, в силу того, что у нее прокачана кузница. Может быть, в силу того, что вот идет вот этот эффект, хорошо работает именно урон по урон по отравленным врагам. И, ну, замедление, оно на боссе не работает. Вы учитываете этот момент, потому что босс не замедляется. И вот тут мы с вами сталкиваемся уже с первым противоречием. То есть, если мы с вами перейдем к ней в кузницу, то здесь мы что с вами можем увидеть? При попадании в ядовитый бутон дополнительно появляется неподвижный шипник, стреляющий шипами во врагов. И вот оно, противоречие, про которое я вам хочу рассказать. То есть мы с вами там в базовых характеристиках и в характеристиках по уровню мы с вами видим, что у нас идет отравление, 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 да? Ну и казалось бы, ну и давайте мы с вами в кузнице сделаем то же самое. То есть у нас все будет от отравления. Но нет же. Нет, у нас здесь почему-то идет урон по истекающим кровью врагам. Вот где логика? В чем связь? Ну, казалось бы, вы можете провернуть чуть-чуть вот этот лист, подняться наверх и открыть вот эту сторону. И вы здесь увидите, что шипники теперь стреляют в круг на 360 градусов. И шипы также вызывают кровотечение. Ну, в этом, да, возможно, есть в этом какая-то логика, какая-то связь. Но опять же, зачем нам с вами в базовых характеристиках и в улучшениях, которые связаны с каждым поднятием вот этого уровня, почему там все у нас ориентировано именно на отравление, а вот здесь нам почему-то с вами нужно стараться играть от того, что мы с вами будем наносить урон по кровоточащим врагам. Здесь, конечно, можно экспериментировать долго, можно сделать кучу комбинаций, потому что вариантов на самом деле много, но вот я для себя выделил именно вот один. Вот все в левую сторону поставил, потому что кровотечение я вызвать могу как и с клыком, так и без клыка, потому что у меня будет работать Эва. Вот. Шипники вот эти вот будут стрелять, вешать кровоток, и вот этот скилл, он у меня будет работать мне на пользу. Потому что здесь у меня будет 1.1, либо 1.3. Естественно, я выберу 1.3, чтобы было больше урона и быстрее мобы будут убиваться. Дальше. Если мы с вами идем на босса, то ставим вот эту сторону, потому что здесь отравленные враги у нас будут замедляться на 50% на 3 секунды. Замедление, оно работать здесь не будет. Здесь нам с вами эффективнее поставить именно сокращение перезарядки на 10%. Учитывайте вот этот момент. Ну и опять же, вы для себя также учитываете кап. Если вы идете в какой-то из определенных режимов, например, в тот же самый кошмар там или сложная арена, то, соответственно, вы учитываете, что если у вас 40% есть и без вот этого вот уровня, то поставьте лучше левую сторону, чтобы у вас также было замедление и, соответственно, вы будете выдавать больше урона по замедленным врагам. И также вы себя обезопасите. Вот. И пробовал и левую сторону, и правую сторону, потому что, ну, достаточно интересно, это необычно, что вот у нас еще и ярость тут откуда ни возьмись получается. То есть удар по шипнику приводит его в ярость на 4 секунды. И как бы и левая сторона сама по себе является неплохой, и правая сторона. Но и здесь нас с вами ждет один такой вот неприятный подвох. Мы сейчас с вами по традиции пойдем в подземелье, будем смотреть, как она там себя ведет, что она может и как она себя там проявляет. И вы, я думаю, сразу же поймете, о чем я говорю. И давайте тогда, наверное, долго здесь затягивать с вами не будем. Побежим мы в это чертово подземелье сразу же. Так, что нам нужно? Нам нужно вернуться назад, нужно выйти сюда, нужно перейти в подземелье, зажечь. Так, а я ее выбрал вообще, нет? Да, я ее выбрал. Зажечь факел и пойти играть.
Сейчас поначалу, может быть, и не будет видно никакого подвоха, но он у нас проявится обязательно в любом случае. Так, давайте для контроля возьмем. В первую очередь стараемся поднять. Ай, жалко. Ну ладно, броню возьмем. Не критично. И вот у нас с вами появляются здесь вот эти вот бутоны. Мы сейчас их с вами, пока что нам от них толку никакого нет, но потом толк обязательно будет. Так, обновим. Давайте, ладно, скорость возьмем. Обновим плеть из шипов. Вот она и взад, и вперед. И вот эти вот лианы у нее летают вперед-назад. Нам от этого только в плюс. Чем больше в область, тем шире там, длиннее вот эти лианы у нас появляются. И скорость она тоже, в принципе, неплохо здесь себя проявляет. И вот у нас Эва. Быстро получилось собрать. Все. Сейчас у нас с вами будет конец нашей с вами такой замечательной игры. И вы сейчас все сами поймете, что у нас будет происходить. Появляются у нас вот эти шипники. Появляются. Их становится достаточно много. И сейчас вы будете видеть, что будет у нас с вами происходить. Так. Можно, конечно, взять рассвет, но ничего нам с вами видно здесь не будет. Давайте ориентироваться на выбор именно книг. Уже немножко начинают проявляться вот эти вот последствия от того, что много вот этих шипников у нас с вами появляется. Ну, в общем, суть в чем? Не буду, ладно, томить. А то все время говорю, и ничего толком, наверное, произнести-то и не могу вам. Когда у нас с вами много мобов, появляются вот эти вот шипники, из-за этого дикие лаги просто начинаются. То есть, ну, играть становится невозможно. То есть, ну, не получается адекватно играть. То есть, у нас все вот это вот происходит. То есть, они стреляют, очень много вот этих шипников, очень много снарядов они выпускают. И, видимо, как бы тяжеловато все это учесть. Процессор в телефоне, он нагружается очень сильно, и все, и происходят лаги. Я пробовал, вот если идти в босса, то проблем абсолютно никаких нет, они там появляются, в принципе, устройство с этим достаточно неплохо справляется. Но вот сейчас, конечно, видно, что лаги эти есть, но странно, конечно, почему-то вот прям сильных лагов их сейчас вот я пока не наблюдаю, но все равно небольшую такую задержку я вижу, вот она уже. Так, я извиняюсь немножко, тут рабочий момент. Здесь у нас уже вот видите, то есть, ну, как бы под такие вот подтормаживания они у нас чуть-чуть происходят, и по большому счету это будет нам с вами во вред, то есть это нам с вами будет мешать. В гильдейский забег я зашел, там мобов у нас с вами достаточно большое количество, то есть все это идет достаточно насыщенно, и, соответственно, вот эти шипники, они появляются, и все, и мы там с вами пропадаем, время замедляется очень сильно, и нам становится играть тяжело. Вот, кстати, удивительно, что сейчас получилось поиграть без каких-то там особо капитальных таких проблем, но все равно. Пробовал я также и в сложной арене, там получилось у меня собрать основное, ну, скажем так, быстро собрал вот эти книжки, оружие, все я здесь повыбирал. И в какой-то момент я понял, что я стою в углу, что на меня вот эти мобы прут со всех сторон, а я ничего сделать не могу. То есть я пытаюсь там в какую-то сторону побежать, а она вообще не реагирует. То есть я пытаюсь пойти вправо, она там шаг-два делает, и все. И у меня как будто бы слайд-шоу запускается. И я не могу сказать, что у меня там флагман устройство, что у меня устройство какой-то низшей там категории, бюджетной там достаточно. Нет, у меня что-то вот чуть выше среднего, ну, может быть, середина в настоящее время.
Вот, и все равно, ну, не справляется. Это вот как известная проблема с этим чернокнижником, который бежит в кошмаре. Там бывает у него периодически вот эти лаги возникают, когда очень много вот этих зеленых мышей вылетает, и все, и там играть становится невозможно, там жуткие лаги, ну, как-то вот выкручивался, получалось проходить. Здесь нет, здесь все намного хуже. То есть Эва, оно по большому счету усиливает героя. И мы с вами видим то, что у нас и показатель достаточно такой приятный. То есть вот он у нас стоит в топе и берет урон на себя и не дает никому этот урон перебить. Потому что остальное оружие, оно по большому счету, оно ну, не успевает нанести этот урон. То есть мы с вами видим, да, и Заяц этот бедный, он и половины от Эва не нанес. И книга у нас здесь стоит на броню, хотя она ей по факту-то и не нужна. Тут можно было взять удвоение там или критический урон, без разницы. И еще лучше бы это все выглядело бы у нас. Но вот именно игра за этого героя, она в этом плане может вас разочаровать. Но, чтобы вы понимали, у меня не самый худший процессор здесь стоит, плюс 12 гигов оперативы. И просил ребят, у которых роза открыта, говорю, ребят, ну поиграйте, попробуйте, посмотрите. На iOS бегали, сначала сказали, что проблем нет, потом запустили, да, запустили, по-моему, кошмар или еще что-то подобное. Все, ребята пишут, идут фризы, играть невозможно. На заднюю полку ее. Слава богу, она не является таким вот, ну, скажем так, основным героем. Вот. Я боюсь, что если я, допустим, за нее пойду, например, в ту же самую башню там или, ну, ПВП, ладно, там, в принципе, это все понятно. И в башне тоже все понятно. Есть герои, за которых нужно играть. Ну, а если, допустим, это нужно будет, то как бы она нас в этом плане не подвела. То есть мы с вами пойдем в арену. Я больше чем уверен, если у вас есть Эва и устройство, оно не тянет игру за мать роз, то, скорее всего, у вас жутко залагает. Вот жалко, сейчас нельзя пойти в гильдию, потому что у меня билеты отыграны, 100 кристаллов на это тратить я точно не хочу, да и вас мучить этим тоже я не стану, потому что если я сейчас запущу гильдейский забег, и мы с вами там продержимся до той поры, когда вот мобы будут идти, они будут почти вплотную до нас доходить, то, скорее всего, у вас начнутся лаги. Вы будете вот это все смотреть, это будет все неприятно, поэтому не буду это делать. Ну, подземелье, благо, там 2 минуты, в принципе, все это можно перетерпеть. Ну, нам повезло, немножко тут, конечно, она как-то вот как будто услышала. Не стала сильно лагать, но все равно было заметно, что вот начинается вот это все. Вот если бы оно там шло не 2 там, а 3 и более минут, скорее всего, вы бы увидели, что там было бы. Началось бы вот это вот дергание, вот эти фризы, вот эти лаги, баги и так далее. Вот, поэтому именно конкретно по этому герою скажу так, она живет, она не подпускает к себе, она достаточно сильная, плюс открыть нам этот 140 уровень и усилить еще больше урон по этим, по отравленным врагам, там, в принципе, даже, наверное, и дротики-то не стоит брать. Ну, конечно, имеет смысл, но все равно спорно. Вот. Если мы ее с вами усилим, то она в целом будет достаточно неплохо себя проявлять. Но опять же, учитывайте тот момент, что ваше устройство, оно должно вытягивать это все, вытягивать игру именно за этого героя. Вот, это единственное, как бы от чего я вас хочу предостеречь, чтобы не было никакого разочарования в этом плане, чтобы вы просто были в этом готовы, к этому готовы. Так, ну, у меня, в принципе, на этом все. Больше-то мне особо добавить и нечего по этому герою. Ну и поэтому всем пока-пока. Всем спасибо, кто посмотрел до конца. До новых встреч.